Доброго всем времени суток, добро пожаловать на канал Таро Гадание Инфо. Благодарю вас за то, что вы со мной, за вашу поддержку, за ваши замечательные комментарии, лайки, подписки. Спасибо вам огромное за то, что делитесь своими историями, своим сокровенным. Тема сегодняшнего расклада. Кто следит за тобой и с какой целью, собственно? Для начала, девочки, делаю вашу сигнификацию. Если резонирует, вы себя узнаете, значит, есть смысл смотреть до конца. Один вариант. Какая девочка пришла на расклад? Какая вы? Что ж такое? Звезда, которой подложили свинью и загнали, карта депрессия. Надеюсь, вы не в депрессии, надеюсь, состояние получше. И опять-таки за вами кто-то следит. Сейчас посмотрим. Может, это те люди, которые вас пытаются загнать в какое-то состояние непонятное. Сейчас. А вы говорите, назло им всем буду брать себя в руки и привожу себя в порядок и буду в состоянии гармонии. Если я сама о себе не побеспокоюсь, кто побеспокоится обо мне, да? Так, интересно. Так, сейчас будем смотреть, о чем это. Так, карта звезда говорит о том, что с интеллектом все у вас в порядке, выше среднего, внешне привлекательно, кто-то ведом своей, прям миссией, можно сказать, предназначением. Так, ну вот эти карты, которые рядом, говорят о том, что пока как будто бы то ли вы, кто-то не может найти, может быть, ту самую пресловутую эту реализацию, да, не можете найти то занятие, род занятия, которое бы вам, может быть, и приносило и удовольствие, и материальную какую-то награду, да, вознаграждение то самое. То есть, может, вот этого симбиоза никак не можете достигнуть. Может быть, поставили какие-то цели перед собой, опять-таки. Мечту какую-то хотели бы воплотить. Но мне так показано, что как палки в колеса пытается кто-то вставить. И это уже какое-то продолжительное время как будто бы происходит. Так, спрашиваю, волк в овечьей шкуре. Тут у меня карта оборотень. Видите, красивая какая карта. Я спрашиваю, волк в овечьей шкуре, этот оборотень, это вы? Ну, я должна же исключить вас, да? Карта мужчина вышел. Нет, какой-то мужчина. Почему-то он рядом с вами. Нет, не рядом. Может быть, бесплодно. Может быть, бесплодно. Может быть, и вы хотели бы, да, быть рядом. Или он хотел бы быть рядом. Но почему-то то ли высшие силы вас от него отводят. Но почему-то мне вот опять-таки показывается ваше состояние, вот это вот попытки привести себя в какое-то ресурсное, да, состояние, нервы в порядок привести, не реагировать как-то, может быть, на проявление вот этих вот людей, которые вам то ли свинью хотят подложить, то ли наблюдают за вами, как вы реагируете на какие-то неудачи. Ну, не буду говорить злопыхатели, но явно люди, которые не очень рады вашим достижениям, не очень тут радуются, если у вас все хорошо. Тут почему-то мне показано, рядом такие есть. И вот этот мужчина, который волк в овечьей шкуре, опять-таки, он, скорее всего, транслирует себя, позиционирует, таким себя несет. Ну, может, там добродетельный, может быть, такой правильный. Да? На самом деле, говорят, что он совсем другой мужчина этот, и может быть ему хотелось бы в вашей жизни более активнее проявляться, или хотя бы чтобы вы не забывали его. А вот эти вот, мне кажется, ваши тут попытки наладить свою жизнь, может быть, как с чистого листа все начать и подальше от него держаться. Мне кажется, его не очень это устраивает, эти попытки. Так, это он за вами наблюдает? Знаете, тут как в две стороны их развилка. Мне говорит это о том, что и он за вами наблюдает, и вы, скорее всего, за ним наблюдаете. Все-таки иногда узнаете, что-то интересуетесь. Ну, вот такая мне вышла характеристика, девочки. Почему? Давайте посмотрю. Первая карта все-таки это депрессия. Это о чем?
Мне показано, вы боретесь с этим. Может быть, вас пытаются какие-то товарищи, которые не товарищи, вас вогнать в это состояние. А вы боретесь, вы говорите, да фиг вам. Врагу не сдается наш гордый варяг, да? Борьба, лабери, защита. Ну да, вас показано сильной, достаточно мудрой. Женщина, которая уже не раз, может, сталкивалась и умеете противостоять всем каким-то вот этим наездам, провокациям, может быть. Ну, уже не особо вы доверяете, честно говоря, там, тоже тем же оборотням, тем же людям, которые там улыбаются вам, да, вы прекрасно понимаете, что они могут отвернуться и вам гадости за спиной делать. Показано, вы боретесь с тем состоянием, которое вас пытаются вогнать в лабиринте, да, это туман неопределенность. Скорее всего, вы любите, ну, прозрачные отношения, четко, по полочкам, все, чтобы, по крайней мере, вы понимали, кто перед вами, друг или враг. И вообще от этого состояния, в которое, еще раз говорю, кто-то пытается вас то ли вогнать, то ли спровоцировать. Карта защита. Вы учитесь защищаться. Тут, видите, рыцарь весь в этих железных латах, доспехах, одел их на себя и говорит, да, меня так легко еще это не проймешь. Я еще буду давать это, сдачу и защищаться. Ну вот как-то мне так сегодня. Так. Подпишись на канал и поставь лайк. Не стесняйся. Кто следит за вами, с какой целью? Кто следит за вами? Ой, а что это я так? Странно как-то. Неожиданно. Луна, туман, неопределенность. Мутные люди, да, какие-то. Так, давай. Кто следит за вами? С какой целью этот человек за вами следит? А может, группа лиц? Так. Кто следит за вами? С какой целью? Кто следит за вами? С какой целью? Кто следит за вами? С какой целью? Так. Кто следит за вами? С какой целью этот человек за вами следит? Кто за вами следит? С какой целью? Кто за вами следит? С какой целью? Так, ой, кто за вами следит, смотрим. Так. Все-таки не совсем это понятно, это мужчина или женщина. Ну, очень похоже, честно говоря, на мужчину. Мужчина. Тоже прячется, сразу не показывается. Вот смотрите, как карты рассказывают о нем. Король жезлов, яркий, харизматичный, такой. В любой компании ему рады, он умеет производить впечатление. Энергетически наполненный, для этого мужчина имеет огромное значение. Его сексуальная жизнь, причем качественная желательно, да. Может вести за собой, такой организатор, ну, яркий.
Так, в прошлом по шестерке кубков, знаете, у кого-то прям, если копнуть поглубже, это кармическая связь, может с этим человеком быть ощущение, как будто в прошлых жизнях, в прошлых воплощениях пересекались. Может, не прошли эти кармические уроки, там вам даны были шансы на построение отношений, может быть, каких-то гармоничных, но не получилось. Вас вот перебросили с авоськой непройденных этих уроков, с двойками в дневниками, с единицами в это воплощение. Судя по всему, и в этом воплощении что-то пошло не так. Этот мужчина, смотрите, тут почему-то история о том, что уход из отношений по восьмерке чаш. Расстались люди. Вполне возможно, расставались, испытывая друг другу все еще нежные какие-то чувства. Так, сам по себе дьявол, и рядом четверка жезлов, и с этой стороны девятка кубков. Знаете, это о чем? О том, что человек на самом деле, тут у него может быть семья и какие-то семейные праздники, и он может довольно-таки тепло относиться к своим родным и ценить их, на самом деле не глупый, да, и, правда, человек ценит то, что есть, но при всем при этом по дьяволу себе он тоже ни в чем не отказывает. Девятка кубков — это в первую очередь человек умеет радоваться жизни, но в первую очередь он радует себя. В этом нет ничего плохого, но так как дьявол рядом, это говорит о том, что он себе может позволять и большие, и маленькие радости. Очень любит какой-то праздный образ жизни, очень любит где-то даже показывать, я могу себе это позволить, такой образ жизни, вот это я могу себе, вот это. Очень часто где-то даже, конечно, он старается там, понятно, близких ценить, наверное, но может где-то в ущерб близким потакать своим каким-то слабостям, да, давайте так это назовем. Кто-то может злоупотреблять алкоголем, но это тоже не особо выражено. Тут, скорее всего, какой-то образ жизни, он говорит о том, что он очень любит эту жизнь во всех ее проявлениях, вот эту вот яркость жизни, для него это очень важно. На первом месте для человека это. Так. Что еще? Какой это человек? Кто это? Так, я уже сказала, что это мужчина, да, может быть, может занимать какой-то пост, должность, и вполне возможно заслуженно этот пост, должность занимает, то есть у него много положительных качеств. Подпишись на канал и поставь лайк. Показано изначально человек, почему-то тут вот сразу, человек сознательно замораживает свое сердце, как будто бы не разрешает себе в полной мере то ли любить, то ли повторять какие-то ошибки. Вот тут разбитое сердце, посередине карта эволюция, как будто бы он потихоньку все-таки выходит из этого состояния разбитого сердца. Тут характеристика на него хорошая, защитник, но если прочитать рядом с этим разбитым сердцем, то вполне складывается картинка. Я защищаю свое разбитое сердце, я больше не хочу. Карта цикличность, повторение этих каких-то циклов, где мне разбили сердце. Может, он кому-то разбил, но в то же время у него тоже это разбито. Человек сам по себе ищет легкости бытия, легкости восприятия этой жизни. А как будто бы вот эти какие-то погружения в прошлые там уроки, в осознание того, почему тут сердце разбито, заставляет его по карте отшельник, это мудрость, набираться мудрости, где-то ответы на вопросы получать. Тут отшельник — это его как выбрасывают из вот этого его привычного какого-то образа жизни, яркого, такого какого-то шумного, где-то какой-то даже вот суета вот это вот какая-то. Ему в этой суете привычно. Может, очень много таких каких-то шапошных, поверхностных знакомств, ярких каких-то там, что-то такое. Так, тут как трансформация идет какая-то. Показано в прошлом мужчина, тут характеристика на него по карте царевна, знаете, и карта Эрос. Больше мужчина привык получать, кайфовать. Тут еще раз карта, говорящая о том, что даже карта Эрос, если ему понравилась женщина, там, он ценит женщин, красоту женскую, привлекательность, сексуальность, то тут, скорее всего, мужчина берет то, что само идет в руки, да, особо, может быть, даже
Я не буду говорить, что тут он там задумывается или задумывался, потому что тут все-таки как будто бы изменение, трансформация происходит с ним. Вот тут как будто бы насильно его пытаются заставить, как высшие силы. Задумайся, а твой привычный вот этот какой-то образ жизни, вот эта легкость бытия, к чему это ведет тебя? Еще по царевне тоже такой вот нюанс. Это люди, которые могут даже в ущерб самым своим близким, родным, ну, скажем так, свои кайфушки ставят выше. Может быть, семьи, каких-то потребностей семьи. И, честно говоря, я не знаю, такого человека переделать. Там любого человека очень трудно. Вряд ли. Это вообще нереально, по-моему. Так, опять-таки, еще отчасти тут, может, кого-то может проигрываться история о том, что отношения с какой-то женщиной проходят трансформацию, изменения. Может и его даже вот эти вот, то, что я говорю, что ему трудно очень меняться таким людям. А вот единственное, что ему может подтолкнуть, это когда же сама женщина выходит за рамки. То есть она не поступает, как вот привычные тут какие-то его там, допустим, как это сказать, партнерша, назовем это так, да, вот она как-то нестандартно себя ведет. Видите, тут женская фигурка по девятке воздуха, видите, тут выходит женщина, как из картины, ножку протягивает и идет. И карта полет. Вот где-то женщина, может быть, его даже заставляет задуматься по поводу взаимоотношений между мужчиной и женщиной, по-другому посмотреть на это все, своим поведением женщина. Вот. И тут от женщины, от какой-то женщины, с которой у него сейчас может быть на расстоянии, размолвка, но отношения вот сейчас, скорее всего, разлажены. Почему-то он за ней наблюдает, и карта полет. Ему кажется, что она какая-то нестандартная, поступки у нее нестандартные. И она кайфует, она как в состоянии полета. Ну, тут так мне идет. Ну, давайте я спрошу еще. Ну, тут как-то он на эту женщину, он говорит, что она хитрая лиса. Как будто бы между ними какие-то горы препятствия, но он все равно, она его как манит все равно. И карта мост, ему хотелось бы проложить дорожку к ней. А почему ты считаешь, что она хитрая лиса? Карта мужчина, ребенок, медведь. Почему хитрая лиса? Она, ну, не знаю, странно. Он говорит, потому что она во мне пытается, ну, то ли пробудить, то ли вызвать какие-то эмоции. Как будто бы вот женщина, допустим, да, вот, которую называют хитрой лисой, где-то, думаю, он считает ее манипуляторшей, да. Как будто бы он говорит, она меня пытается перевоспитать, она меня пытается сделать мужчиной, а я уже как будто бы осознанный, серьезный мужчина. А она хочет из моих, может быть, поступки, такие карта ребенок, да, это инфантильность, это нежелание вкладываться в отношения во всех смыслах, начиная там временной ресурс, энергетически заботиться, да, и заканчивая карта медведь, это материальное вложение, то есть человек в данном случае он оценивает, вот, допустим, если мы говорим о вас, да, то он считает вас какой-то очень хитрой лисичкой, которая выходит за рамки какие-то, за стандартное какое-то вот тут как будто бы проявления женские, причем сама кайфует в полет, тут как будто бы особо даже и не заморачивается, и пытается его переделать из ребенка, карта ребенок, превратить по карте медведь в мужчину, который несет ответственность, ну, за свои поступки, в том числе и материально вкладывается в отношения. То есть не просто там прибежал, увидел, наследил и убежал, да, нет. Тут, если ты хочешь серьезных отношений, ты не будь таким инфантильным. Совершай поступки, неси ответственность за эти поступки. Вот как-то так. Вот поэтому он видит вас такой. Ну, вас, не вас, я не знаю. Сейчас будем смотреть. Вот этот человек следит за вами. Следит за вами. Почему он следит за вами? Ох,
Что дьявол, у него зависимость, сексуальное влечение. Не даете спокойно жить. Ему от этого состояния дьявола зависимость, ему не то, что там у него энергия добавляется там или желание творить, а тут вытворять. Нет, он тут, видите, эмоции какие испытывает. Сидит вот эти ободранные коленки, сидит, плачет. То есть у этого человека ощущение такое, что он страдает от этого, он не может это контролировать. При этом у него такое, опять-таки, ощущение, карта так и читается, окно в иной мир, как будто бы он не сталкивался с таким, может быть, собственными, опять-таки, какими-то эмоциями. Я не говорю, тут дело не о любви какой-то, не о каких-то чистых, добрых чувствах, хотя, может, дальше-то и увидим. В первую очередь у человека есть зацикленность на вас, одержимость вами, и ему от этого плохо. И при этом он тут еще какой-то, я повторюсь, мистический сюда вкладывает смысл. Может быть, тут, я же говорю, он и не рад. Он хочет это как-то объяснить. Это как, знаете, 24/7 сидишь ты в моей голове, и что мне с этим делать? И радость я точно этого не испытываю. Так, почему он за вами следит? Ох, ну все, вот и сразу все стало ясно. Карта ревность, видите, тут мужская рука сжимает вот эту розу, шипы розы, тут будто бы прям это ранят его, да, сейчас я расскажу. И карта сад, это история о том, что он видит вас, женщина, которая, может быть, в социуме где-то, ну, прекрасно себя чувствует, общается с кем-то, подглядывает за вами. Почему? Потому что ему кажется, у вас наполненная какая-то жизнь, наполненная в том числе с какими-то партнерами. И тут ревность, он готов, тут, я же говорю, тут зависимость, злость, ярость, ревность. Как она посмела? Вот его показывают нарциссом, да, мужчина, который смотрит в зеркало, себя целует. Как она посмела еще обратить на кого-то другого внимание? Как она, может, предпочла кого-то другого? Как она посмела от меня отвернуться? Так, карта «Другой мир», выбор, дом, император. Почему человек за вами следит? Потому что ему кажется, что на самом деле у вас выбор есть. Вы можете, другими словами, даже свою жизнь, как будто бы вы можете построить с чистого листа. Карта «Другой мир», вы как живете в другом мире. Может быть, тут еще карта «Дом» и «Император». Это можно считать, почему он следит за вами. Потому что, может быть, кого-то из вас, он думает, что там вы замужем. Ну, император — это часто как муж проигрывается. И у вас есть мужчина, который несет за вас ответственность, который может заботиться о вас. Или, по крайней мере, он следит за вами, потому что он уверен, что у вас есть выбор, может, между им, еще кем-то, и еще мужчиной, который может вам вот это все предоставить. Дом уютный, красивый, и свое покровительство, защиту. То есть не просто там вы какая-то вертихвостка, да, которая вот тут яркость жизни, карта сад, это вот где-то там пришли хвостом, это, как это, махнули, да, там, ну, ничего плохого в этом нет, там, весело проводите время, да, ну, как это в басне Крылова «Стрекоза», да, лето красное пропело, а потом непонятно с чем оказалось. Да нет, он говорит о том, что помимо того, что тут какие-то у вас есть ухажеры, у него ревность по этому поводу, вы можете себя вообще как-то вести, не буду говорить, не вызывающе, нет, но просто легко как-то. Интересно для мужчин. Помимо этого у вас еще выбор есть. И выбор, допустим, из очень серьезных каких-то мужчин. Император — это очень серьезно. Это нам, мужчину, характеристика замечательная. То есть тут конкуренция, будь здоров. Не зря вот тут вот ревность, и вот тут император, как будто бы рядом оно все. И вот смотрите, мужчина стоит, да, в данном случае мы за вас говорим, человек, да, стоит такой, и у него тут перед ним куча дверей, огромное количество, как будто бы выбор, вы не зацикливаетесь, вы точно не в таком состоянии, вот как он тут. Так, почему за вами следит? Ему кажется, что вы можете манипулировать. Это карта манипуляции в Манаре. Видите, женщина, она в руках держит эту статуэточку, она крутит его, как деревянный этот чурбанчик, да, какой-то. Эту карту часто так и считывают. Женщина, которая умеет своей харизмой, вот мягкостью, сексуальностью, с женскими чарами
так обаять мужчину, что она сделает с него вот эту вот такую марионеточку. Вот и он вас такой видит. Он за вами смотрит, наблюдает, присматривает. И ему кажется, что вы в полной мере обладаете этими какими-то навыками, способностями, женскими чарами и удачно их применяете. И это все направлено на что? Смотрите, карта вот это на метафорическое. Тут слияние, ну, такие они больше как фантастические фигурки, да, мужская, женская фигура. Тут как слияние душ, и летят бабочки во все стороны. Смысл этого всего. Ему 100% кажется, что у вас все хорошо, даже если сейчас вы там выбираете, там, до конца вы не определились с выбором, но у вас 100% все будет прекрасно, и вы выберете того самого, и вы сможете при этом свои интересы, ну, тут воплотить, отстоять, даже навязать какому-то мужчине. То есть там, где, может быть, он и пытался там сам навязывать вам правила игры, то сейчас он наблюдает за вами, и он видит женщину, которая вот как-то мягко, так сексуально, по-женски, какими-то такими шажочками мягкими, когда как кошечка на этих пушистых лапках, идет к своим поставленным каким-то целям. Это я имею в виду тут личная жизнь. То есть с ним, допустим, не получилось, или не захотели, или не смогли, а он наблюдает, ревнует и говорит о том, что с кем-то другим будет по ее правилам все так, как она хочет. И его это подбешивает по дьяволу. И тут карта нарцисс. Как это вы посмели, да, свои правила игры устанавливать в своей жизни? Все, девочки, кому было интересно, полезно, ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо огромное за то, что вы со мной. До новых встреч!